Всем привет, это Руслан Невиев. Я вернулся и подготовил для вас новую сводку. В прошлой сводке я рассказывал про разрешение Украине бить западным оружием по территории России. Думаю, после этого российские власти с удвоенной частотой будут винить Запад и натовское оружие при каждой украинской атаке. Вот сейчас по пропагандистским ресурсам расходятся кадры удара по Луганску, которые выдаются за намеренную атаку западным оружием на мирных граждан. Если посмотреть со стороны на видеозаписи очевидцев, то действительно создается такое впечатление. Мы видим обычный будничный день, улицы мирного города, а я напомню, что Луганск находится далеко в российском тылу, и в черте города боевых действий давно не ведется. И внезапно в кадре мы видим взрыв на крыше жилого дома. То есть это попала то ли ракета, то ли снаряд. Буквально секунду-две спустя аналогичный взрыв на крыше другого жилого дома, расположенного рядом. А еще секунду спустя третий взрыв в воздухе над крышами домов. Естественно, Министерство иностранных дел России тут же заявило о натовском почерке. Наша команда внимательно изучила имеющиеся свидетельства по этому удару. Все три взрыва произошли в квартале Ватутино. Пострадали дома номер 22 и 27Б. На кадрах с работой спасателей в районе дома 22 мы видим, что разрушения причинены дому с противоположной от подъездов стороны. У сервиса Яндекс.Карты есть удобный функционал, показывающий, где у дома находится подъезд. Так вот, сторона дома без подъездов, которые и причинили разрушение, смотрит на юго-восток, откуда украинский снаряд или украинская ракета прилететь никак не могли. Также, если вы посмотрите видеозапись с регистратора, проезжавшей по улице машины, то на первых 2 секундах вы увидите, как к дому 27Б тянется след летевшей ракеты. И этот след тянется явно не с северо-западной и не с западной стороны, откуда можно было бы ожидать прилет украинской ракеты. Кроме того, на месте разрушения были найдены обломки, которые идентифицируются как рулевые машинки одной из советских зенитных управляемых ракет, то есть ракет комплекса противовоздушной обороны. Таким образом, можно с высокой долей уверенности предположить, что как минимум одно из попаданий – это ракета российского комплекса ПВО. Но взрывов ведь было 3. Отмечу, что при работе ПВО по летящей цели пускают сразу несколько зенитных управляемых ракет, а не одну. Но мне сложно представить, чтобы сразу 3 ракеты комплекса ПВО дали такой сбой, чтобы практически одновременно упасть в одном и том же районе. Версию с намеренным ударом по жилым домам зенитными ракетами мы на данный момент всерьез не рассматриваем. На данный момент мы склоняемся к версии, что все произошедшее – результат попытки перехвата летевшей со стороны украинских войск ракеты. Соответственно, на видео мы видим взрыв перехваченной ракеты и 2 ракет комплекса ПВО. В целом мы пока не видим чего-либо умысла на удар именно по жилым домам в Луганске, при котором погибли 4 человека и ранены 53. За 2 года полномасштабного вторжения мы видели немало таких трагических случайностей, когда в результате перехвата летящих ракет комплексами ПВО на земле гибли мирные люди. В среду вышла статья в издании Financial Times, которая вызвала много обсуждений среди украинского общества. Статья посвящена дефициту электроэнергии в Украине, который стал результатом российской кампании по уничтожению энергогенерирующих мощностей Украины. Отдельно отмечу, что одним из авторов является Крис Миллер, с которым я давно знаком и который уже много лет живет в Украине. Так что статья написана не по рассказам в телеграм-чат. Авторы материала поговорили с украинскими чиновниками, которые отметили, что если до полномасштабного вторжения Украина генерировала 55 гигаватт электроэнергии, что было одним из самых высоких показателей в Европе, то теперь страна генерирует меньше 20 гигаватт. В ходе зимы 22-23 годов Россия била в основном по подстанциям, то есть системам дистрибуции электроэнергии. И вот эту часть инфраструктуры несколько проще заменить или отремонтировать и восстановить. Но вот нынешняя кампания ударов сосредоточилась на тепло- и гидроэлектростанциях, то есть на энергогенерирующих мощностях, что намного сложнее починить. Поэтому эффект от таких ударов гораздо более долгоиграющий. Часть последних атак также пришлась на инфраструктуру по перекачке газа в подземных хранилищах в западной части Украины. Такой газ также может использоваться для производства электроэнергии. Кроме того, мы регулярно видим удары по приграничным электростанциям, например, по Добротворской теплоэлектростанции, находящейся во Львовской области на границе с Польшей. Зимой 22-23 года именно через такие электростанции поступала помощь электроэнергии от европейских стран. И нанося удары по ним, Россия пытается предотвратить возможность прийти на выручку Украине. Один из анонимных украинских чиновников, с которыми поговорили авторы материала из Financial Times, сказал, что украинцам придется готовиться к жизни в темноте и холоде. Такое сгущение красок вызвало ответную реакцию украинского Минэнерго, который заявил, что статья Financial Times имеет признаки информационной психологической спецоперации,
носит манипулятивный характер и продвигает нарратив врага. Я не знаю, насколько прямо сейчас острая ситуация с электроэнергией в Украине. У меня есть друзья, живущие там, которые говорят, что порой света нет до половины дня. Я могу быть внутри информационного пузыря. Ведь судить по нескольким друзьям обо всей стране – это неправильно. Но что я точно вижу, так это то, что, не имея возможности достигать военных побед, Россия сосредоточилась на давлении на украинское общество. Цель – сделать жизнь максимально невыносимой, в расчете на то, что мирные украинцы начнут требовать от властей идти на переговоры с Россией. Также я, конечно, не эксперт по ЖКХ, но я вспоминаю ситуацию с осадой Мариуполя. Там отключение электроэнергии приводило к тому, что дома оставались без отопления, водоснабжения и даже не работала канализация. Так что, когда мы с вами говорим про отсутствие электроэнергии, часто это не просто невозможность зарядить телефон. Российские власти при этом даже не пытаются скрывать, что они целенаправленно бьют по энергосистеме Украины. Министерство обороны России заявляет, что они таким образом подрывают потенциал оборонно-промышленного комплекса Украины. Что звучит странно, учитывая, что большая часть вооружений поступает в Украине от союзников, а не производится внутри страны. А стоит только российским войскам захватить очередной населенный пункт, как они называют это освобождением. Видимо, когда Россия вынуждает мирных украинцев сидеть без света, а зимой еще и без тепла, это вот такое освобождение. Что касается союзников Украины, то они сейчас стараются прийти на выручку. Европейский банк реконструкции и развития выделит 300 миллионов евро на восстановление энергосистемы и ее децентрализацию. Плюс Франция передаст 650 миллионов евро для поддержки критической инфраструктуры. У меня еще остаются вопросы по части обещаний зимы 22-23 годов. Что там с обещанными Турцией полученными электростанциями? Давайте это оставим на совести тех, кто эти обещания давал. Пока что все не слава богу с истребителями F-16. Издание «Политика» пишет, что те 12 украинских пилотов, которые обучались в США, чей выпуск мы ожидали к концу мая, закончат обучение только к концу сентября. Не знаю, с чем связано это новое откладывание сроков, но вот такова нынешняя ситуация. Похоже, что все-таки первой группой украинских пилотов станет та группа, которая обучается сейчас на F-16 в Дании. Их 8 человек, то есть это 4 истребителя. К слову, меня не раз спрашивали, а почему только 12 человек отправили в Америку? Вот я раньше думал, что это связано с тем, что большинство пилотов задействованы в войне, и Украина просто не может сразу большое количество человек отправить. А оказалось все гораздо прозаичнее. В такой огромной стране, как Америка, у которой множество авиабаз, есть только 12 свободных мест под обучение на F-16. Все остальные места заняты контрактами с другими странами, и отодвинуть их по срокам нельзя. Но внезапно помощь с самолетами пришла от Франции. Зеленский на днях встретился с Эммануэлем Макроном, после чего последний объявил, что Париж передаст истребители «Мираж-2000-5» и подготовит украинских летчиков. Причем передать самолеты обещают до конца года. Правда, количество не называется. В заявлении было сказано, что передадут модификацию 2000-5. И вот это довольно странно, поскольку эта модификация предназначена для воздушных боев и не умеет запускать ракеты «Скальп» и планирующие авиабомбы «Эсм Хаммер». Логичнее было бы передать модификацию истребителя-бомбардировщика 2000D, которая предназначена для ударов по наземным целям и полностью совместима со всем обозначенным вооружением. Но, с другой стороны, ВСУ смогли же дооборудовать советский бомбардировщик Су-24 так, чтобы он пускал скальпы? Наверное, модификацию истребителей «Мираж» можно дооборудовать соответствующим образом. Необычную активность, связанную с портом Новороссийска, заметили многие исследователи. Напомню, что из-за постоянных атак украинских надводных беспилотников весь Черноморский флот России был перебазирован из портов Крыма именно в порт Новороссийска. На свежих спутниковых снимках исследователи обнаружили, что все корабли и подлодки, которые были пришвартованы в порту Новороссийска, покинули его и теперь двигаются в сторону Керченского пролива. Шаг довольно очевидный, поскольку мы не раз видели, как украинские безэкипажные катера доплывали и до Новороссийска, а значит, там российским военным кораблям тоже небезопасно. Судя по всему, Черноморский флот собирается прятаться в акватории Азовского моря, где ему более безопасно. Некоторые из идущих кораблей и подлодок являются носителями крылатых ракет «Калибр». И переход в Азовское море не повлияет на их способность бить по украинской территории, поскольку дальности калибров хватает запаса. Но в целом очевиден вывод, что единственный способ защиты от украинских безэкипажных катеров для российского флота – это бегство. Боновые заграждения на воде, патрулирование авиации акватории Черного моря не устранили угрозу полностью, и мы продолжаем регулярно видеть новые атаки на различные российские катера.
Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума ответил на ряд вопросов, связанных с войной. Например, он сказал, что в прошлом году добровольно в военкоматы пришли более 300 тысяч человек. И вот интересно, что в декабре 2023 года он называл совершенно другую цифру, а именно 486 тысяч человек. Куда испарились 186 тысяч человек? Остается только догадываться. В этом году он говорит, что уже 160 тысяч добровольцев пришли в военкомат. А с начала года прошло 5 месяцев и 1 неделя. И если мы разделим 160 тысяч на 5, то получим те самые 30 тысяч человек в месяц. Волшебное число, которое, видимо, будет преследовать нас еще долго. То есть Путин сошелся в оценках с британской разведкой и Главным управлением разведки Украины, как минимум. Это что же получается, Владимир Владимирович? ГУР не врет? Также в среду Путин встретился с представителями иностранных СМИ. На этой встрече он заявил, что в украинском плену находится чуть больше 1300 российских солдат. А вот в российском плену почти 6500 украинских солдат. При этом он отметил, что и соотношение безвозвратных потерь примерно такое же. То есть примерно 1 к 5. Напомню, что под безвозвратными потерями подразумеваются погибшие, тяжелораненые и пропавшие без вести. Интересно, что год назад Путин на встрече с военкорами говорил, что потери России в 10 раз меньше украинских. Получается, как будто бы за год Россия стала воевать в 2 раза хуже. На самом деле, я не люблю делать такие выводы. Будто бы, назвав определенную цифру, Путин одновременно с этим что-то там признал. Например, уровень потерь российской армии. Все эти цифры берутся с потолка и часто противоречат друг другу. Разные лица приносят Путину папочки с разными данными. Вот они постоянно и скачут. И также я не сторонник теории, что если власти России говорят одно, то по факту будет ровно противоположно. Например, на Питерском форуме Путин опять сказал, что мобилизация в России не планируется. К слову, при этом он признал, что если бы был бы план резко закончить войну, то текущего контингента точно не хватало бы. Но поскольку российская армия занимается, дальше цитирую его, выдавливанием противника, то новой волны мобилизации проводить не требуется. И как я давно говорю, пока на фронте не случится чего-то совсем критического для России, новой мобилизации действительно не будет. И это все новости, которые я подготовил для вас на данный момент. Увидимся с вами через неделю.